Всем салют! В этом видео речь пойдет про сокровища злого дракона и то, как выбирать награду. Первое, что нужно иметь в виду при выборе награды, это то, что не нужно никого спрашивать. Если вы будете спрашивать каких-то опытных игроков, да, кто давно играет, кто там разбирается, в 90% случаев, если даже не больше, они вам подскажут не то, что нужно вам, а то, что актуально на данном этапе для них. Да, потому что каждый игрок играет на своем аккаунте, в какой-то период времени берет одни награды, другие, да, то есть обычно те игроки, у которых вы спрашиваетесь, они там развиваются лучше вас, у них уже что-то больше прокачано, и многие материалы, которые нужны вам, им уже не нужны, да, то есть широкий выбор здесь у нас наград, поэтому вот я взял замок не сильно прокачанный, да, то есть им есть галочка, да, убрать то, что не нужно. И мы видим, что здесь, вот на этом замке, много девушек, да, не прокачано. Соответственно, одна из направленностей, это здесь бы я бы брал девушек, да, на этом замке. Потому что их нужно всех получить, потихоньку с ними играть, открывать их, да, то есть, соответственно, они дают пассивные бонусы, когда открывается. Потом можно, как здесь, брать награды для того, чтобы поднимать им звезды, да, крутить, поднимать девушек, да, потихоньку. Можно, опять же, можно взять одну девушку, да, ее поднять все звезды, можно открыть всех девушек, потом потихоньку их прокачивать, да, то есть и вы должны следить за этим сами, да, то есть вы все должны взвешивать сами, смотреть, что вам важнее, да, что даст вам больше бонуса здесь и сейчас. Также сейчас у нас появилась возможность качать юниты до 60 уровня, да, то есть поэтому довольно-таки актуально брать святой кристалл, да, и прокачивать юнитов, да, прокачать вам 2-3 юнита до 60 левела, это даст вам довольно-таки большой бонус. Также сейчас резонанс качается, а для того, чтобы прокачать резонанс, нам нужен резонит и нужна фракция, да, то есть у больших игроков фракций, к примеру, много, да, а обычные игроки, которые не донатят, у которых нет возможности там сидеть на высоких шахтах, да, соответственно, кто не играет в топовых союзах, у них и фракций не так много, и, соответственно, нужно смотреть, если у вас там скопилось много резонанса, но не хватает фракции, есть смысл прокрутить дракона на фракцию и прокачать резонанс, да, он нам даст довольно-таки большой буст, да, то есть вы усилитесь. Вот, такие моменты. По поводу сокровищ, да, здесь сокровища в основном на усиление навыка зверя и героя. То есть, если вы играете героями, которые ультуют, да, то есть смысл брать эти сокровища для того, чтобы прокачивать их. Опять же, все упирается в то, хватит вам материала на то, чтобы прокачивать эти сокровища, да, потому что зачастую не хватает материала, и нужно будет брать этот материал, да, то есть камень вознесения будет необходим. Но даже когда вы качнете камень вознесения, нужно все просчитывать, хватит ли вам материала для того, чтобы поднимать сокровищем звезды. Там тоже все упирается. Если вы наберете много сокровищ и не сможете их прокачать, то вам толку от этого не будет. Поэтому, то есть топовые игроки в основном сейчас берут или дух завоевателя, чтобы прокачивать замки, или же вот сейчас берут святой кристалл для того, чтобы героям как можно быстрее всех своих юнитов, вернее не герои, а юниты до 60 левела поднять, да, то чтобы максимально их усилить. Такие моменты. Поэтому, если у вас нету девушек, то, соответственно, нет смысла вам брать дух завоевателя, создателя, вернее, и прокачивать замок, потому что замок прокачан там даст вам плюс 4%, а если вы откроете девушку, потом ее поднимите звезды, да, она вам даст гораздо больше профита. Поэтому мой вам совет, да, то есть нужно в этом плане подходить индивидуально каждый к своему замку, да, посмотреть, что вам выгоднее, какие у вас запасы на замке есть. Если у вас запасы прокачать девушку, да, там сразу все 10 звезд, а может даже и больше, потому что материала все равно отовсюду падает много сейчас, да, то есть вот этих сундуков насыпало отовсюду, ну, те, кто давно играет, большие запасы стали, да, и поднять звезды девушкам не проблема. Тогда открываем девушек. Если же у вас открыты девушки, вы не можете прокачать, берете вот награду, да, выборочные пакеты, поднимаете им звезды.
Точно так же поднимаете уровень ваших войск, да, до 60-го, тех, на которыми вы воюете, да, то есть выбираете, ну, одну фракцию и от нее играете, да, то есть сокровища эти, если у вас их нету, да, то есть, ну, они вот будут падать вот отсюда, с этих сундучков, там, по чуть-чуть, будете здесь брать, да, то есть новые будут выпадать, ну, если сможете до них дойти, можете брать. К тому же не топовые, если у вас союз, да, соответственно, вам там нету топов, которые скидывают много сундуков, вы можете брать, зубы там вам выпадают, и быстро собираете, там на прокрут в топовом союзе можно собрать, вот. Соответственно, нужно подходить очень все взвешенно, потому что, ну, не так просто, да, там собрать на прокруты, и соответственно, есть смысл не крутить там каждую неделю, да, а подсобрать так, чтобы закрыть там шкалу хотя бы до 2400, да, то есть, вот, ну и получать эти сокровища, которые сейчас, ну, каждое там какое-то определенное время, как они обновляются, да, то есть можно их собирать, они у вас будут копиться потихонечку, до них доходить, или же наоборот копить, ждать, когда есть ивенты, где нужно тратить зубы дракона, да, то есть, соответственно, не этот, который там по воскресеньям идет, там не такие большие награды, чтобы тратиться, да, а подкопить, там, который вот месячный ивент, есть задание, и вы тратите, и дают вам неплохие там бонусы за это. Тоже стоит об этом думать. И нет, ну, я бы не стал тратить, знаете, вот так, чтобы там один раз закрыть круг, там 1800 собрали, прокрутили, потому что нужно доходить до 2400, 25 здесь кусков сокровищ получать. Лучше подкопить, неделю не крутить или две, да, там на третью покрутить. Тоже такой вариант. Все остальное, да, не нужно никого спрашивать, потому что когда вы спросите у какого-то игрока, союзника, да, он скажет, что нужно крутить то, что актуально ему, да, вот он посчитает, что ему нужно там сейчас звездочки крутить, да, и будет на них крутить. Или же он там собирает на то, чтобы девушку, да, получить, и будет ее получать и прокачивать. Поэтому каждый должен смотреть, все взвешивать сам. И не ходить там, не спрашивать ни у кого. На этом все. Всем спасибо.